общее служение, кажется, в Bellevue. This will be a joint service in Bellevue. Будем снимать на камеру, и будут сотни людей, которые будут приветствовать, аплодировать вам. We'll be filming you on camera. There will be a lot of people Вы можете воспользоваться QR-кодом. You can scan the QR Мы code. будем вас ждать. We will wait for you. Второе объявление. Second announcement. Если вы хотите участвовать больше в детском служении, If you want to participate more in the kids ministry, если вы хотите узнать больше, если вы хотите участвовать, if you want to know more, if you want to participate, там на входе есть такой буклетик, который вы можете взять и заполнить, at the почитать. entrance you can take a booklet and you can fill it out and read it. Окей? Okay? Вы готовы? Are you ready? Сейчас Ирина говорила Right про now, отца. Irina was talking about fathers, И знаете, я не планировал, and I wasn't planning on it, но я немного хочу сказать о своих чувствах. but I want to talk about my feelings. Я вырос в 90-х годах, I grew up in the 90s, и многие вот с тех времен, and many people from that моего time, возраста. my age, И знаете, у нас в семье не было принято говорить слова любви. in our families we didn't have the norm of saying words of love. Родители никогда мне не говорили, что они меня любят. Parents never told me that they loved me. Мой отец вообще был очень скупой на чувства. My father, he was very harsh on feelings, И только в 21 год and only at 21 years old, я долгое время не видел отца. for a very long time I didn't see my father. Я был в Америке и I was приехал in домой. America, and I came home, И в церкви меня учили об этом. and at church I was taught about this. Говорили. I was told about Но не this, было никогда практических шагов. but it was never practically practiced. И я однажды решился. And once I decided, Я подошел к моему отцу I came up to my father, и сказал: папа, and I said, Dad, я люблю тебя. I love you. Он растерялся, He was lost. он заплакал. He started to cry. Он у меня очень, он никогда не выражает никакие чувства. He's very unemotional. He never expresses Он emotion. заплакал. But he cried. Он там что-то пробурчал, Сережа, я тоже тебя там. He said it in a low voice, oh yes, I also Мне love этого you. хватило. But that was enough for Я me. почувствовал его любовь. I felt his love. Но еще самое главное, And the most important, что он почувствовал мою любовь. that he felt my love. Сегодня День Отца. Today's Father's Day. Безусловно, это праздник отцов и для отцов. This is a holiday for fathers. Не только для физических, даже я бы сказал бы скорее не для физических отцов, And it's not just for physical fathers, а для настоящих отцов, but for real fathers которые воспитывают своих детей, that are raising up their children, которые идут с ними и преодолевают и радости, that are walking with them and И трудности. overcoming struggles with them, которые любят своих детей. that love their children. И если вы здесь отец, вы сидите здесь, And if you are here today and you are a father, подумайте сегодня think today о своем отце. about your father. Вы знаете, как важно, когда иногда от сына отец слышит слова любви. Do you know how important it is for a father to hear words of love from his son? Дочки, они такие простые, просто сказать: папа, я люблю тебя. Daughters are simple. They can come up and say, Но как Dad, I love сложно, you. когда мужчина говорит мужчине о любви. But it's hard when a man says words of love to a man. Мой отец сейчас в России. My father is in Russia right Он now. не понимает меня, не принимает меня. He doesn't understand me. Говорит: я предатель, сектант. He says that I am in a sect, А я все равно его люблю. but I still love him. И я сегодня скажу ему об этом. And I will still tell him Я about позвоню, скажу: this. папа, в Америке сегодня Father's Day. I will tell him, Dad, today in America we have Father's Day. Это день, когда признаются в любви отца. This is a day when you express your love to И я ему fathers. признаюсь в этом. And I will tell him. Давайте не забывать говорить нашим отцам Let's not forget to tell our о fathers той любви, которая у нас есть. about the love that we have for them. Они это сделали. They did this. Они воспитали нас. They have raised us Они up. кормили нас. They were feeding us. А были тяжелые времена в 90-х годах. В России, в Украине, в Казахстане, в Беларуси, во всех странах. Especially during difficult times in Kazakhstan, Russia, Они это Ukraine. сделали. And they did this. И они очень сильные. And they're very Слава strong. Богу за это. Thank God for them. Знаете, церковь, Do you know, church? я немного хочу сказать о том, что я чувствую к вам. I want to say a few words about how I feel. Я тоже вам сейчас признаюсь в любви. I will also express my love to you. Не знаю, как вы, I don't know about you, но я очень люблю нашу церковь. but I really love our church. Я действительно искренне люблю людей в нашей церкви. I truly love the people in our church. И когда мы встречались с нашим пастором, он говорит: Сергей,
And when I meet with our pastor, he says, Sergey, тебе нужно проповедовать о любви в церкви. you need to preach about love. Тебе нужно проповедовать, как любить церковь. You need to preach about how to love a И church. этим мы сегодня займемся с вами. And this is what we will do today. Но еще в начале But also in the beginning, есть один человек there's one в person этом зале, in this room который любит вас больше, чем я. that loves you more than me. Это человек, который прилагает гораздо больше усилий, чем я. This is a person who puts in a lot more effort than me. И я это знаю. Я And это I know вижу. this. I can see this. Сегодня день рождения у моей супруги. Today, it's my wife's birthday. Маргарита, это тебе. Dear, this is for you. И на самом деле она мне всегда говорит: Сергей, Honestly, she always tells me, Sergey, ну ты, конечно, звездишься, you are a star, of course. приглашаешь людей к нам домой всегда, You always invite people over to our home. всегда наши двери до дома открыты. The doors of our home is always open. Но ты понимаешь, что я больше тебя делаю? But you understand that I do a lot more than you Потому что мне нужно убрать дом, because I need to clean the house. нужно накормить гостей, I need to feed the guests. убрать дом, I need to clean еще и развлекать твоих гостей. and entertain your guests. Согласен, милая. Ты I лучше. agree, dear. You Спасибо are the тебе, best. Сарик. Thank you so much. Я с детства вырос в церкви. From childhood, I grew up in the С church. 7 лет меня привезли в христианский лагерь, кинули меня на растерзание. At 7 years old, I was brought to a Christian camp and I was left there. И так меня завербовали в нашу секту. And this is how I was attracted to this sect. В моей жизни были разные периоды, In my life, I had different moments когда я чувствовал себя любимым в церкви. and different periods where I felt loved in the church. Иногда, когда меня просто ненавидели в церкви некоторые люди. And sometimes where people just hated me in the church. Все люди разные, All people are different. и церкви разные. And churches are different. Но есть какие-то общие моменты, But there are some joint moments которые я осознал. that I have recognized. В Деянии я хотел бы прочитать Деяния, 9 глава, 26 стих. I would like to read Acts chapter 9, verse 26. Это место, которое вы все знаете. This is a place that you all know. Был Павел, There was the Apostle в Paul, прошлом Савл. in past Saul, И он как бы уже стал верующим. and he already became Christian. Искренне любил Бога, искренне начал любить людей, которых он He когда-то genuinely пытался loved убивать, God которых он гнал. and became to love people that he used to once try to kill. И он пытался приходить в церковь. And he was trying to come to church. Может быть, если бы он жил здесь, в Эверетте, он бы пришел к нам. Maybe if he was here in Everett, he would come to our church, А мы бы видели and we would see и говорили: and say, мы его знаем, этого парня. we know this guy. Он тот еще, He даже is, не знаю, как ласково сказать, I мягко don't know how to сказать. say this Он kindly, еще тот человек. but he's Он that еще нас person. ненавидел. He was Он trying to убивал hurt нас. us. He was killing us. Он охотился на нас. He was hunting for И, us. скорее всего, мы бы его не приняли. And probably we wouldn't accept him. Он бы сидел бы там где-то в углу. He would sit somewhere in the Возможно, corner. от него люди бы отсели подальше. Maybe people would sit away from him. Возможно, мы бы так по-американски ему улыбались, так: «О, Maybe we would привет». smile to him in an American way. How Hi, are you? how are you? Но мы его не приняли бы. But we wouldn't accept him. И вот об этом это место. And this is what this place is about. Деяния 9, 26, 27. Acts 9, 26 to 27. Савл, то есть Павел, Saul, so Paul, прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя его. И пребывал он с ним, входя и выходя в Иерусалим. И здесь два момента. there are two moments. Первый момент. First moment, Все почему-то думают, что этот Варнава many people think that Barnabas, был очень известный человек. he was a very famous person. И я тоже так думал. And I also think this. Но когда я прочитал это место, я просто открыл симфонию и вбил Варнава. But when I read this place again, I just opened Google and I typed in Barnabas. Это первое место в Библии, This is the first verse in the Bible где упоминается этот человек. where Barnabas is mentioned. Да, он встречается в других местах, Yes, he's found in other verses also. но это первое место, где он появился. But this is the first verse where he appears. Возможно, он был обычным членом церкви, Maybe he was a regular member of the обычным church. человеком, мы не знаем. A regular person we don't know. Но в тот момент But at that moment, он увидел проблему. he saw a problem. Он мог прийти и сказать: He «Как could в нашей have церкви не said, любят людей. in our church, people are not loved. У нас ходят люди, и никто не уделяет внимания».
People come, but nobody's paying attention. Он просто взял этого человека, He just took that person, взял за руку, took them by the привел hand, and brought them, и сказал, and общайтесь с ним, said, talk to him, проявите ему любовь. express love to him. Однажды в моей жизни была история, Once in my life, I had a story. мне было очень плохо, It was a very difficult мне time. было ужасно. I was in pain. У меня была депрессия. I was in depression. Ну, многие там делят какие клинические симптомы депрессии. Some people don't like to separate the clinical У меня было symptoms of плохо в depression, жизни. but I had just entire depression. Я оставил очень классную работу, I left a very amazing job, очень классную прибыльную работу и очень классную позицию, a job with a very high profit and a которую я very стремился 3 position года. that I was working hard on for Я 3 оставил years. церковь, которую мы только открыли, и она только развивалась. I left a church that was just open, that was Я just взял beginning отпуск to от grow. всего. Я взял отпуск от всего. I took a vacation from everything, Уехал в совершенно незнакомый город, left in an unknown city где я знал только 2 людей. where I only knew 2 people. Мне было плохо. I was in pain, И я не чувствовал Божью любовь. and I didn't feel God's love. И настало воскресенье. And then Sunday came, Я как бы верующий человек. and I'm a Christian person. Взял Библию такую большую, I took a big Bible, одел рубашку I put on a suit, и пошел в церковь. and went to church. И знаете, я пошел пораньше, And I came earlier, чтобы меня любили, чтобы меня все заметили, so that I would be loved, so people would notice me, чтобы со мной so поздоровались, that people would greet me, чтобы мне сделали экскурсию по церкви. so that I could be known around church. Я пришел и сел прямо в центр зала I came and sat straight in the middle of the room, и ждал, ну давайте, and I was waiting. Okay, come, встречайте меня, любите меня. greet me, love me. Но ко мне никто не подошел. But nobody came up, Хотя я был верующий на вид. even though I was appearing to be a Christian И person. знаете, оставались считанные минуты до начала служения, I was counting the minutes until the beginning of the service, и ко мне подбежал такой мужичок какой-то. and a guy ran up to me. Я не помню, как он выглядел. I don't remember what he looked like. Он подбежал и сказал: «Привет! He ran up and said, Как "Hi, дела? how are you? Откуда ты? Where are you from? Добро пожаловать в церковь!» Welcome to the church." И убежал. And ran away. И знаете, я думаю, ну окей, ладно, хоть кто-то в этой церкви, тут верующий, тут кто-то тут заинтересован в людях, слава Богу, хоть один человек появился. And I thought, okay, that's fine. At least one person is interested in the people of the church. That's okay. И когда нашло служение, And when the service began, пастор сказал: «Вы знаете, у нас сегодня будет проповедовать гость». pastor said, "You know, we will have a guest preaching today." И вызывает именно этого человека. And he calls up specifically that То есть person. человек, который со мной поздоровался, So the person that greeted me, он сам был гостем в этой церкви. he was a guest at this church. И мне стало страшно. And I became afraid. О том, что иногда нам все равно на людей. Because sometimes we don't care about people. Казалось бы, мы церковь, It turns out that it seems like we're a народ church. Божий, We are the people of God. охотники за людьми, We are hunting for чтобы people спасти души людей. to save the souls of people. Но нам бывает все равно на людей. But sometimes we just don't care. Это меня ранило. And this pained me. Вы думаете, почему я сейчас каждое воскресенье стою там на входе? Why do you think I'm standing up at the entrance every Sunday? Мне было больно. Because I was in pain. Как говорит наш пастор, ты должен что-то делать со своей болью, как-то реализовывать это. Just like our pastor, I wanted to realize that pain, do something about И я it. как помешанный буду тебя реализовывать. And I decided that I was going to Я realize всегда it. буду стоять на входе. And I will always stand at the Я буду entrance. здороваться с каждым человеком. I will greet and welcome every Я person. хочу, чтобы человек чувствовал Божью любовь. I want a person to feel God's love. Возможно, он почувствует от меня. Maybe they'll feel it from me. Возможно, еще от кого-то. Maybe from somebody else. Но я не хочу, чтобы человек ушел одиноким отсюда. But I don't want a person to leave lonely out of here. Самое тяжелое для меня было, когда на церковь заходят бомжи. The most difficult moment was when homeless people enter our church. И в Библии написано, что Бог даже через них, проявляя любовь к ним, мы можем проявить Богу любовь. And it says in the Bible that by expressing love to them, we can express love to God. Я здороваюсь даже с ними. And I greet even them. Мне все равно. I don't care. Да я потом помою руку ради уважения к другим людям. Afterwards, I will wash my hands just to respect other Я буду people. это делать. But I will do this. Мне все равно. I do not care. Я буду любить людей. I will love people. Каждое воскресенье на каких-то наших церковных мероприятиях Every Sunday, the leaders of our church events, я смотрю на вас. I am looking at you. И я только сегодня утром сформулировал, And only this morning, I formulated что я вижу в вас. what I see in И you за что я люблю нашу церковь. and why I love our church. Я вижу Бога. I see God.
в каждом лице человека, in every face of every person, со всеми нашими качествами, with all of our characteristics, со всеми нашим бэкграундом. with all of our backgrounds. Мы из разных стран, We are from different мы из countries. разных семей. We're from different families. Мы по-разному, разное время в Америке здесь живем. We have lived in America for a different amount of times. Но в совокупности я вижу Бога. But all together I see God. Именно не в одном человеке, Not just in one person, когда нас много. but when it's a lot of you. И мне хочется, чтобы в нашей церкви And I want in our church вот это чувство благоговения перед Богом, for somebody to feel gratitude чувство for любви, God оно росло. and for this feeling of love for it to grow. Мы не самая богатая церковь. We are not the richest church. Даже я сказал бы, мы вообще не богатая We церковь. are not a rich church at all. Но мы церковь, которая стараемся помогать. But we are a church that tries to help, И будем помогать. and we will help. И многие из нас иммигранты. Many of us are immigrants. Мы только приехали. We just came. И знаете, мужчине особенно тяжело And you know it's especially hard for men содержать свою семью здесь, в Америке. to provide for their families here Ты in не знаешь America. языка, You don't know the у language. тебя нет документов, You don't have documents. ты никого не знаешь. You don't know anyone. И мне хочется сказать, чтобы мы учились And I want to say that we need to learn говорить об этом. to talk about this Чтобы мужчины делились своими проблемами so that men can share their с struggles другими мужчинами. with other men. Знаете, только сильный человек может сказать две вещи. Only a strong person can say two things: Попросить прощения. to ask for Только forgiveness. сильный человек может попросить прощения. Only a strong person can ask for forgiveness. И только сильный человек And only a strong person может попросить помощи. can ask for help. Подумайте об этом. Это очень важно для мужчин, которые здесь мы только приехали сюда. Think about this. This is very important for men who Просить recently came прощения, here to признавать ask свои for проступки forgiveness, to acknowledge your actions перед женой, before your wife, перед детьми, before your kids, перед друзьями, before your friends, перед Богом before God, и просить помощи and ask for help у жены, from your wife, у детей, from your у children, церкви from the church, и у Бога. and from God. Хочется, чтобы у нас была такая атмосфера, I want us to have this atmosphere чтобы мы не боялись говорить о своих проблемах, so that we're not afraid to share our struggles и чтобы мы могли помогать друг другу. and so that we can help one another. Я выделил 4 пункта, которые мешают людям любить церковь I have highlighted 4 points that stand in the way of people loving the church и вести активное участие в жизни церкви. and to actively participate in the life of the church. И первый пункт, And the first point, это, знаете, есть такие люди, there are these people. их можно назвать духовные пенсионеры. You can call them a spiritual senior. Они говорят, They say, там в Украине, oh, they are in Ukraine, там в России, they are in Russia, там в Казахстане they are in Kazakhstan. я служил Богу. I was serving God. У меня есть куча медалей. I have so many medals. Я столько проектов сделал. I have accomplished so many projects. Я такие конференции провел. I was leading such fire Мы conferences. столько лагерей сделали. We led so many camps. Я столько людей к Богу привел. I have brought so many people to God. Все, That's it. я на пенсии. I'm now retired. Это Америка. This is America. Здесь все верующие. Everybody's Christian here. Все благословленные. Everybody's blessed. Я буду отдыхать. I will just be on vacation. Но у Бога нет такого понятия пенсионера. But God doesn't understand this. У Бога есть настоящее время. God has a present time. И ты есть тот, кто ты сейчас. And you are the person that you are. Не тот, кто ты был лет 5 назад или 7 назад. Not the person that you were 5 or 7 Или years несколько ago. месяцев назад. Or a few months ago. Ты есть, кто ты есть. You are who you are. Я не знаю, кто ты, And I don't know who you are. откуда ты, Where you're from. но ты призван служить. But you are called to serve. И это делать сейчас, And you need to do this now. сегодня, Today. завтра, Tomorrow. на этой неделе, This week. на этом месяце. This month. У Бога нет пенсионеров. God doesn't have seniors. И Бог тебя And God создал не просто сидеть. did not just create you to sit. Бог создал тебя что-то делать. God created you so you can act. Что-то делать. To do something. Человек создан A person is created для реализации своих даров. for Реализации realization своего потенциала. of their potential and their Я верю. gifts. I Я верю. believe Если человек не делает ничего в церкви, if a person is not doing anything in the church, это самый несчастный человек в мире. this is the most miserable person on Если earth. человек не служит Богу, If a person is not serving God, это несчастный человек. it is a miserable person. Он может пить кучу таблеток от депрессии, He can take as many antidepressant pills as он может possible. употреблять наркотики, He can take drugs, делать все, что угодно. do whatever he wants.
Но если ты не служишь, ты несчастный человек. But if you're not serving, you are a miserable Даже person. деньги здесь не помогут, тебя не выручат. Even money will not help you Если ты не служишь Богу и другим людям. if you're not serving God and other people. Второе. Second, Некоторые люди говорят, some people say, ну, я как бы хожу в церковь. oh, well, I go to church. Мне нужна какая-то поместная церковь, община. I just need a social gathering, I need a place. Я часть Вселенской церкви. And I'm part of the universal Любите church. меня, я часть Вселенской церкви. Love me, I'm part of the church of the universe. Я люблю людей где-то там в Африке, церковь в Африке. I love people somewhere in Africa, churches in Africa. Ненавижу ту церковь, которая живет в Эверетте. But I hate the church that lives in Everett. Ненавижу тех ближних, которых мне Бог посылает. And I hate the close people that God sends me. Или Бог разговаривает только со мной. Or God speaks only with me. Я верующий, I'm a Christian. я церковь, I'm a church. моя жена, дети, вот мы церковь. Мы My собираемся, wife нам and никто не children. нужен. We are a church. We gather. We don't need anyone else. В Библии есть одно интересное место. Иеремия 31:31. In the Bible, there's an interesting place. Jeremiah 31:31. Иеремия 31:31. Там написано. Jeremiah 31:31. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет. Очень такое интересное еврейское место. It's a very interesting verse. Ну что вот я здесь вижу? What do I see here? Бог заключил завет. God, He has made a covenant, И Он заключил завет не с тобой. but He didn't make a covenant with you. Он заключил завет с сообществом. He made a covenant with society. Он заключил завет с верующими людьми. He made a covenant with Christian people, С комьюнити. with the community, С церковью. with the church. Как только мы рождаемся свыше, When we are born from above, мы автоматически становимся членами Вселенской Церкви. we automatically become members of the Church of the Universe. Но и мы должны найти людей, которые с нами по духу, But we need to find people who align spiritually with которым мы us, готовы служить, that we are ready to serve, которые готовы служить нам. that are ready to serve us. Именно к этому нас Бог призывает. This is what God is calling us to Быть частью какой-то церкви, be part of a church, общины. to be part of a social circle. Однажды так получилось, я общался со спортсменами, At one point, I was talking to some которые профессионально занимаются athletes спортом. who are professional athletes. Это был дартс. Дартс, знаете, дротики кидают. Do you know darts? These were this sport was darts. Нет ничего элементарнее и проще кидать дротики. There's nothing easier than throwing darts. Просто берешь и кидаешь. You just take it and you throw. Кто-то из вас кидал, делал это. Have you ever thrown Умеете darts? играть? Do you know how to play darts? Но знаете, что меня больше всего поразило? But do you know what shocked me the most? Все они говорят, All of them say, если ты хочешь добиться результата, if you want to achieve a goal, тебе нужен тренер. you need a coach. Я когда это услышал, я рассмеялся. When I heard this, I laughed. Ребята, вы серьезно? Вы не можете дротики кидать? I said, guys, are you serious? You can't throw Они darts? говорят, мы можем кидать дротики. And they said, we can't throw darts. Но чтобы выиграть, нам нужен тренер. But to win, we need a coach. Я говорю, объясните мне, зачем вам нужен тренер? I said, explain to me, why do you need a coach? Они говорят, это тот человек, который нас контролирует. And they said, it is the person that controls us. Мы осознанно, умышленно приходим к тренеру, к We человеку consciously, we acknowledge when we come to the trainer. и говорим, And we say, мы хотим расти, we want to grow. мы хотим попадать в цель. We want to achieve the goal. И без тренера никто не добивается результата. And without a coach, no one will achieve a goal. Любой профессиональный спортсмен имеет тренера. Any professional athlete has a trainer. Если вы в вашей жизни And if in your life хотите добиваться результатов, you want to achieve goals, вам нужен тренер. you need a trainer. В бизнесе тренер, In business, you need a на trainer. работе тренер. At work, you need a trainer. Не знаю, даже за рулем нам нужен был тренер, когда нас учили ездить. Even to drive, we needed an instructor, a Нам trainer. всегда нужен человек, который умеет больше нас и знает больше нас. We always need a person who knows more than us and can do more than us. И мы церковь. And we are a church. Так это наша община. This is our society. Вы думаете, зачем мы вас собираем там информацию, ваш номер телефона? Do you think why do we Зачем вас get your приглашаем в какие-то information? группы? Why do we get your phone number? Why do we invite you to groups? Мы хотим, чтобы мы общаться с вами. We want to talk with you. Мы хотим познакомиться с We вами. want to meet you. Мы хотим, чтобы вы служили. We want you to serve. Мы хотим дать вам лидера группы. We want to give you a leader of a Вы group. можете выбрать любую группу. You can choose any group. Вы можете посещать. You can И visit. мы хотим, чтобы вы росли. And we want you to grow. Следующий пункт. Next point. Люди говорят, People say,
Меня там никто не любит. Oh, I am not loved there. Меня не любят в церкви. No one loves me at Я church. хожу уже 15 лет. I'm going there for 15 Я ни с years. кем не здороваюсь. I'm not talking to Я anyone. не хожу на эти группы. I don't go to these groups. Я не хочу нигде участвовать. I don't want to participate И меня не anywhere. любят. They don't love me. Позвольте Allow другим людям other people полюбить вас, to love you, узнать вас. to get to know you. Для этого For this, придите хоть куда-то. go at least somewhere. Познакомьтесь хоть с кем-то. Meet with someone Чтобы люди узнали, какой ты классный, so that people can get to know how amazing какой you ты are, офигенный, how какой astonishing you ты are, можешь делать. how many things you can do. Это просто приди. Just come. Наш пастор дал пример, да, что человек хотел выиграть в лотерею, Our pastor gave an example. A person и wanted to ему win a говорят, lottery, билетик-то купи. and he was saying, just buy the Купи ticket. этот билет. At least buy the ticket. Дай возможность узнать тебя. Give the opportunity to get to know Ну you. что самая лучшая возможность узнать себя и других людей, знаете какая? Do you know what the best opportunity is to get to know yourself and other people? Когда вы делаете что-то с этими людьми. Is when you're doing something with these people. Когда вы занялись каким-то служением. When you're serving in some sort of ministry. Тогда ты узнаешь и других людей. That's when you'll get to know other И они people. узнают тебя. And they will get to know you. Просто дайте людям эту возможность. Just give people this opportunity. Ты на трейл возьмите, сходите в субботу с церковью. Just go somewhere with the church on Saturday. Каждую субботу у нас брат устраивает конференции. Every Saturday we have a brother who Хотя does бы a туда conference. сходите. Go at least there. Получите это удовольствие, Enjoy it чтобы вас узнали. so that people can get to know you. И последнее, люди говорят, And the last thing that people say, а я не люблю церковь. oh, but I don't love the church. Я не люблю церковь, мне сделали больно когда-то в I церкви. don't love church. I was hurt once at church. Эти верующие меня когда-то обманули. These Christians, they lied to me. Они много сплетничают. They gossip a lot. Они про меня всякие гадости говорят. They say nonsense about me. Ну, кстати, на это заслуженно говорят. And maybe Сейчас подумал, что they say говорят. that well deserved. Но знаете, But you know, я вот так размышляю. I was thinking about this. Церковь – это невеста Христа. A church is Jesus' bride. А Христос – это совокупность всего совершенства. And Christ is the completion of all perfection. Как можно не любить совокупность всего совершенства? How can you not love His perfection? Как можно не любить Бога? How can you not love Jesus or God? Ведь Он совершенство. He is perfection. Я для себя нашел только один ответ. I only found one answer for myself. Скорее всего, по отношению к Богу. Probably in relationship to God. Скорее всего, я не знаю Бога. Maybe I don't know God. Поэтому я Его не люблю. Maybe this is why I don't love Him. То же самое с церковью. And the same with church. Это потрясающая, не знаю, как сказать, потрясающая It is an amazing, совокупность. it is an amazing unity. С одной стороны, это люди. From one side, it's the people. Но с другой стороны, это какая-то духовная невеста Христа. But from another side, it is the spiritual bride of Christ. И вот эта совокупность And this unity, в чем-то не идеальную со стороны людей, in some places it's not ideal. но в чем-то идеальную со стороны Бога, From some places it's ideal from the side of God. мы должны любить. We need to love it whole. И для этого нам нужно узнавать церковь. And for this, we need to get to know the church. Это нормально, когда человек ходит, It is normal when a person just comes присматривается, and he's looking и он дает себе какое-то время. and he gives himself time. Окей, я сейчас приеду в Эверетт, Okay, I will come to Everett, и месяца 2-3 я буду искать церковь. and for 2-3 months I will look for a И потом church, я найду. and then I will find it, И я буду служить в этой церкви. and I will serve in this church. Но ненормально, But it's not normal когда человек ходит ходами when a person goes for и years ищет. and finds Такой искатель, знаете, ходит, and ищет. is just searching, just looking around. Мы люди ответственные. We are responsible people, И если мы говорим «да», and if we say мы yes, заключаем завет, we are having a мы covenant. становимся членами церкви. We become a member of the church, Это невеста Христа. and this is the bride of Christ. Это моя семья. This is my family. Я за нее бору. I am fighting for it. Она не идеальная. She's not ideal, Но Бог дает мне все необходимое, but God is giving me everything I чтобы она need была идеальной. to make it perfect. Это тяжело. This is hard. Это работа. This is work, Но это надо делать. but you need to do this. И сейчас мне нужно 6 добровольцев. And right now I need 6 volunteers. Я всю ночь не спал.
I didn't sleep the Делаю, whole night. поэтому мне нужно 6 добровольцев. So that's why I need 6 volunteers. Эдуард. Еще. One Иван. more. 2. Еще 4 мне нужно. 2, I need 4 more. Давайте. Еще. Влад. I need more. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Еще 2 человека. I need 2 2 more добровольца people. нужно. 2 more 5. volunteers. 5, 6. Отлично, все. 5, 6. Выходите на сцену, друзья. Come to the stage, please. Жень, продашь, пожалуйста, вот эти штучки. Становитесь здесь в ряд. Stand Как-то in a вот row. так. Старайтесь с одной стороны, как сюда проходите. Возьмите по одной штучке вот моей. Please take one of these things. Что вы здесь видите? What do you see here? Я даже не знаю, какой стороной здесь. I don't even know what's the correct Что side. здесь видите? What do you see? Кляксу. Те, кто I Христа just see увидели. ink Люди spots. Христа тут увидели. У вас очень интересный Христос, конечно. You saw Christ, that's very interesting. Jesus. Я вижу здесь жизнь человека. I see here the life of a person. Вот она вот такая. This is how a life looks. Непонятная. It's incomprehensible. Непонятно, что с ней делать. You can't understand what to do with it. Какой стороной смотреть? What side do I look at it from? Какие-то тут белые пятна в жизни есть. There's some white spots in life. Черные пятна. There's black spots. Но для чего это нужно? But for some reason we need it. Бог для чего-то нас создал. God created us. Как-то это должно проявить славу Богу Somehow this needs to express glory для to других God людей. for other people. Вот я не знаю, попробовать или нет. I don't know if we should try Давай без this. тебя. Без тебя. Вы сможете Let's что-то do с it этим without сделать, you. как-то собрать? Can you guys try to combine it somehow, put it together? Ну, давайте я облегчу. I'll make it У a вас сзади little там есть easier. инструкция с номерами. У вас сзади написаны номера. In the back, you guys have instructions with numbers. И следующей стрелкой показан следующий номер. On the back, it says your next number. О, покажите нам. Сергей, разреши, пожалуйста, пускай посмотрит, что это. Ну, это какой-то Иисус Step Пан. aside, Я не знаю, let's что look at это. what this is. У вас сзади есть инструкция, guys. In the back, you guys have instructions. У вас есть цифра, и стрелочкой показана следующая цифра. And an arrow that shows the next number. Мне кажется, у вас перевернутая цифра, Иван. Иван. Да, переворачивай. Turn around your number. Ага, что-то есть. Okay, we see something. Иди, ладно, сделайте общее, соберите, пожалуйста. Alright, gather together and do the whole thing. Ага. Дальше. Next. Друзья, Friends, мы все разные, we are all different. но и все мы уникальны. We are all unique. И я верю, And I believe что только в церкви that only in the church мы можем we can действительно выполнить свое предназначение. really realize our purpose. Да, бывает исключение. Раз, два, три. Да, бывают исключения. Раз, два, три. Да, говорю. One. Раз, два, три. Да, бывает исключение, когда муж с женой едут миссионерами в какую-то глушь. Sometimes there's exceptions when a husband and wife, they go on a mission trip somewhere far. И действительно там они являются церковью. And truly they become a church there. Но если есть другие верующие люди, But if there are other Christian мы people, должны объединяться. we need to unify. Мы должны быть составляющими частями этого. We need to become parts of a whole. И знаете, иногда And sometimes мы говорим, we say, да я буду делать так, как я захочу. I will do as I want. Мне все равно на остальных. I don't care about Я вот others. такой. This is how I am. И в этот момент And in this moment, мы теряем we тот lose истинный образ Бога, the true image of God который Бог создал. that God has created. Я верю, I believe что у поместной церкви that at a local church у нас с вами with you guys в этом зале in this room, есть все we have необходимые дары the required gifts
чтобы привести Сиэтл к Богу. To bring Seattle to God. Еще раз скажу. One more time, I will say. В этом зале In this room, у тебя есть то, что нам нужно. you have what we need, Ты это не используешь. and you're not using it. И мы не можем. Мы вот сейчас такие. We are right Можете now шаг like вперед this. сделать? Можете шаг вперед сделать, гайс? За You колонну step вас forward. не видно. Мы сейчас вот такие одноглазые. Right now we are like this with one Нам eye. нужен ты. We need you. И ты сам себя чувствуешь вот такими на своем месте. And maybe you feel like this in your place too. Потому что ты не служишь. Because you don't serve. Ты не делаешь. You don't act. И мы как раз And we, с инструкцией, которая здесь, with the с instructions помощью that are других here, братьев и сестер, with the help of brothers and мы sisters, помогаем тебе we help you to занять свое место take your place в нашей церкви. in our church. К Ефесянам Let's go into или к Ephesians. Ефесянам, 4 глава, Ephesians chapter 4, с 11 по 16 стих from verse 11 to 16. написано: It says, «И Он поставил одних апостолами, других пророками, разными, да, кто-то глаз, кто-то ухо, кто-то волосы, других евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения». На дело служения. for the works of service, Показать людям облик Христа. Для создания тела Христа. so that the body of Christ may be built up, Доколе все придем в единство этих вот частей, этих пазлов, so that we can all reach unity, в единство веры и познания Сына Божьего. Да, мы познали Его, мы Его увидели. Мужа совершенного, как мы говорили, церковь, совершенная невеста Христа, в меру полного возраста Христа. Дабы мы были не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Но чем истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, то есть Христос. Истинной любовью. the truth Все-таки любить надо учиться. is that you need to learn to love. Но этому можно научиться. But you can learn this Когда мы будем узнавать друг друга больше. when we will get to know each other more, Когда мы будем говорить о своих проблемах, when we will share about our struggles, о своих переживаниях. about our worries, Когда мы будем понимать, что мы не одиноки. when we understand that we're not alone, Когда мы будем помогать другим. when we will help others, Когда нам будут помогать. when we will be helped. Иногда нужно тоже учиться принимать помощь. And we also need to learn to accept help. Я тоже этому учился I принимать. also learned this. Здесь в Америке, когда мы только приехали, Here in America, when we just came, нам в церковь привезли корзину с продуктами, с at пакетами. church we were brought bags of food, Я ломал себя. and I had to break myself. It was hard. В России я возил людям пакеты с продуктами. I wanted to throw away these bags А of здесь мне food, привезли. but here Но they меня were это brought. тронуло. Я через это почувствовал Божью любовь But through this, I felt God's love и Божью заботу о моей семье. and God's care for my family. И я буду стараться помогать тоже другим людям. And I will also try to help other people. И каждый из нас может это делать. And every single one of you can do Потому что something мы here церковь. because we are a church. Бог нас к этому призвал. God has called us to this, И по-другому мы не можем. and we can't do it У any нас other нет way. выбора. У нас нет выбора. We don't have a choice. Пусть Бог вас в этом благословит. May God bless you. Аплодируйте ребятам, спасибо. Please applaud to our helpers. Вы можете положить все это перед Христом. Кладите перед Христом. Спасибо.